На прошлой неделе мы отмечали 75-летие со дня образования области. Чиновники, депутаты и даже губернатор в едином порыве поздравляли первых переселенцев и людей, которые поднимали область. На целый день они стали настоящими героями. Но не все. На днях в наши социальные сети написали сообщение волонтеры с просьбой рассказать историю одинокой бабушки. Валентина Федоровна видела город с немецкими названиями улиц. Про нее все забыли, но ей есть что рассказать. Сейчас я одна, у меня детей нет, родителей нет. Родственников нет, внуков нет. И вот в гордом одиночестве, вот так вот иногда ночами не спишь, возьмешь, прочитаешь, вспомнишь, думаешь, ну вот, вроде жизнь была. А сейчас вот сидишь и мучаешься. Эти открытки лет 5 назад закинули Валентине Федоровне в почтовый ящик. Бывший губернатор Цуканов и мэр Ярошук помнили о ветеране труда. Но в последние годы не то что открытки, звонка от соцслужб не было. С 1958 года работала в школе номер 2, преподавала физкультуру. Но и там про ветерана забыли. Ни школа, ни совет пенсионеров, ни городская организация, никто ничего. Валентина Федоровна переехала в Калининград в 1947-м. В ее памяти еще сохранился Королевский замок, старые немецкие улочки, раненый бегемот Ганс из зоопарка и огромное количество немецких книг в подвалах. А на Верхнем озере раньше была чистейшая вода. Стояли раздевалки, трибуны для плавания и 10-метровая вышка. Заводы надо было восстанавливать. Вагонзавод, Янтарь завод. Теперь груды этого кирпича, разрушенных зданий. Надо улицы, все это вот вычищать. Было очень тяжело. Но не видно было, чтобы люди вот какие-то унылые, или с таким энтузиазмом все это вот делали, глаза горели, прям удивляюсь. В то время в области еще оставались коренные жители. Папа Валентины Федоровны работал на кузнице вместе с немцем. Вспоминает, как жена немца шила маленькой Валентине платье, а всей семьей ходили в гости. Сидит немка, мама рядом, и я, значит, с краешку на кровати. Одна не понимает по-русски ни одного слова, вторая по-немецки ничего не понимает, но зато они разговаривают. Удивляло все в городе с другой культурой. И трамвайные пути с деревянным подстилом, чтоб не шумели, и старые немецкие подвалы, где находили человеческие черепа, и поиски клада в разрушенном кафедральном соборе. С тех пор прошло 75 лет. Валентина Федоровна говорит, как одно мгновение. Пересматривает старые открытки и памятные книги от чиновников. Это единственное, что остается. Скромность не дает напомнить о себе. Мне выручил вот эту книгу мне на память, что мне теперь осталось. Где-то подпись была даже. И вот с этих лет никто не вспомнил. Может быть, они считают, что я уже давно покинула этот мир. Амина Баймурзаева, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город».